Всем привет! Хочу с вами поделиться процессом декорирования елочных заготовок в цвете морозная мята. В первом видео я покажу, как задекорирую верхушку ежика и 2 звезды. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Верхушку начинаю декорировать с приклеивания лепнины из текстурной пасты Сонет в виде оленя. Но сначала на верхушке я отмечу середину с помощью простого карандаша. Клеить весь декор на елочные заготовки я, как всегда, буду на клей B6000, за исключением бантов. Банты я буду клеить с помощью горячего клея. Дабы видео не затягивать, я его ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. После того, как лепнина приклеена, я приступаю к закрытию швов на верхушке. Швы по краям я закрываю цепью со стразами шириной 2 мм. А стыки между 3 частями верхушки я буду закрывать цепью со стразами шириной 3 мм в цвете хамелеон. Прелесть этой цепи, что она принимает оттенок цвета заготовки. На стыке между 2 сферами верхушки я наношу клей с 2 сторон для большего скрепления. Также цепь хамелеон я добавлю на основание верхушки с 2 сторон. Дам немного время скрепить клею поверхности, а за это время подготовлю бант. Бант для верхушки я буду делать небольшим. Понадобится лента шириной 5 см, из нее 2 отрезка по 15 см. Посмотреть более подробно, как я делаю банты, можно по ссылке вверху. И дабы видео не затягивать, я уже сделала заготовки под бант, и вот так они будут смотреться на верхушке. Соединять банты между собой я буду с помощью горячего клея и вот такой тесьмы серебряного цвета шириной 0,5 мм. После того, как бант я приклею к верхушке, наверх него я добавлю кабошон в виде квадратной формы в серебряном обрамлении. Но пока бант я откладываю в сторону и возвращаюсь к верхушке. Теперь с помощью цепи со стразами шириной 2 мм я проклею на верхушке боковые швы. Проклейку начинаю с верхней части и цельной цепью, не разрезая, проклеиваю сразу 2 стороны боковых швов. Проклеивать цепь на таких заготовках очень удобно, так как можно ориентироваться по швам. Но клеить нужно очень аккуратно и частями, равняя цепь с помощью отвертки либо пинцета, так как она должна лечь ровно по шву. И на оставшихся 2 частях верхушки цепь нужно будет проклеивать кусками. Верхушка полностью задекорирована цепями, и теперь осталось добавить стразы и бант. Стразами диаметром 4 мм я декорирую самый верх верхушки с 2 сторон. Далее добавлю стразы на лепнину и в хаотичном порядке расположу их на верхушке. Декор верхушки занимает по времени немного, но здесь главное выдержать момент после того, как приклеили цепь на верхушку, чтобы клей схватился хорошо с поверхностями. Бант на верхушку я всегда приклеиваю в самом конце, чтобы нечаянно не зацепить атласную ленту. И сначала с помощью горячего клея я приклеиваю бант, а затем только кабошон. Верхушка готова, и далее я начинаю декорировать ежика. Для декора ежика я буду использовать только бант с кабошоном и стразы 2 диаметров. Банты на ежике будут с 2 сторон, поэтому понадобится 4 отрезка по 22 см атласной ленты шириной 5 см. Перед тем, как собрать и приклеить банты, сначала к ежику я добавлю крючок. Для этого я буду использовать металлизированный шнур длиной 16 см в серебряном цвете. И так как ежик немного несимметричен, сначала я на него приклею банты, а затем только буду декорировать стразами. Это нужно для того, чтобы ориентироваться по банту и найти середину на заготовке.
Стразы 2 диаметров я раскидала между выпуклостями на ежике. Ежик получился очень нежным, но благодаря сверкающим стразам такую игрушку будет нелегко не заметить. И далее я приступаю к декорированию 2 звезд. В качестве декора я буду использовать атласные банты, также стразы разных диаметров, и проклеивать цепь на звездах я буду точно таким же способом, как на этой серебряной звезде, по основанию. На одну звезду потребуется 4 отрезка длиной 15 см атласной ленты шириной 5 см. Заготовки для бантов готовы, и склеивать их между собой я буду одну на одну, верхнюю спуская чуть-чуть вниз. В таком положении бант смотрится очень красиво на заготовке звезда. Но сначала я добавлю крючок и затем закрою место, куда будут приклеены банты. Это место я закрываю, потому что при приклеивании бантов они его не закрывают полностью. Чтобы игрушка смотрелась со всех сторон аккуратно и красиво, я закрываю его тесьмой серебряного цвета шириной 0,5 мм. После этого я проклеиваю цепь со стразами по основанию звезды. Еще раз хочу напомнить, после того, как вы проклеили цепью заготовку, дайте немного ей полежать, чтобы клей схватился с поверхностями. И только затем приступайте к дальнейшему декору. И теперь остался предпоследний этап, это декорирование звезд стразами различного диаметра. Клеить стразы я буду точно так же при помощи стилуса и в хаотичном порядке. Звезды получились очень яркими, и на елке они будут видны издалека. Теперь осталось приклеить к ним только банты, но сначала я украшу стык бантов цепью со стразами. Тогда декор бантов будет отлично сочетаться с самой игрушкой. Цепь со стразами я добавила только на банты, которые будут впереди игрушки. И вот такие милашки получились, а далее в видео я покажу, как верхушка, 2 звезды и ежик сочетаются между собой. Но это не полный набор, и чтобы видео не получилось сильно длинным, я добавлю вторую часть, в которой я буду декорировать еще 2 сосульки и юлу. И на этом первая часть подошла к концу. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!